Здравствуйте, дорогие подписчики! Снимаю это видео потому, что много раз в комментариях меня просили снять видео про постабортный синдром. Эта тема очень важная сейчас. И сейчас я провожу онлайн-консультации, но некоторое время назад я работал в кабинете предабортного консультирования. Многим женщин помог сделать правильный выбор в их жизни. Выбор без плачевных последствий. Выбор, который принес им счастье. Некоторые сделали другой выбор. Выбор, который имеет последствия. Даже если в первое время эти последствия не видны, со временем они проявляются со всей мощью, на которую способны. Сегодня очень непростое видео. Очень непростое. Я, имея 4 детей, мужчина, когда думаю об этом, я ощущаю боль. Возможно, для некоторых, кто не хочет ворошить прошлое, не хочет ворошить свою боль, это видео покажется тяжелым, но вы все-таки досмотрите его до конца. Сегодня я расскажу о постабортном синдроме. В странах бывшего Советского Союза этот синдром практически неизвестен или замалчивается. Но именно этот синдром наиболее полно описывает психологические, социальные, медицинские, семейные и другие последствия аборта. Причем действие этого синдрома может продолжаться всю жизнь. Всю жизнь. Через годы я видел женщин, которые сделали когда-то давно аборт. Некоторые из них так и не родили. У некоторых из-за осложнений удалили матку. И, всматриваясь в их глаза, я видел, что объединяет этих женщин. Это боль. Боль и горе, которые они запрятали очень далеко. Боль, с которой они живут до сих пор. И когда остаются одни, эта боль вырывается наружу, заставляя теми или иными способами их неосознанно заниматься медленным самонаказанием. И неважно, какой был аборт, неважно, хирургический или медикаментозный. Сейчас я опишу механизмы психики, приводящие к этим последствиям. Расскажу, какие есть пути выхода из этого состояния, в котором оказывается каждый, послушайте меня, каждый участник аборта, кроме женщины. Это и мужчина, и родители, и друзья-подруги, и врач. Все, кто участвовал в прекращении жизни. Забегу вперед и скажу, что путь выхода прежде всего связан с изменением себя, с трансформацией личности, сознания, мышления. Это означает изменение образа жизни, мыслей, жизненных ценностей, установок, целей, убеждений, а также действий, эмоций и поступков на основе этих убеждений. Такие изменения уравновешивают последствия прежнего образа мышления. Для более качественных и быстрых изменений я сделал для вас канал «Живи без тревоги». Заходите и подписывайтесь. Он здесь или по ссылке в описании к этому видео. Захотите ли вы делать аборт или нет, зависит только от вас одной. Но просто решить последствия постабортного синдрома, не изменившись, не получится. И помните, невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше проблемы, нужно подняться на следующий уровень мышления и сознания. И только тогда можно что-то делать. Как существовать после аборта? Почему эта тема не обсуждается? Чем же она так опасна? Почему женщины боятся об этом говорить? Это происходит потому, что мы вступаем в совершенно неизвестные области жизни и психики, собственной психики. Наступает новый период жизни. Жизнь после аборта. Жизнь после убийства. Женщина может потерять ребенка по разным причинам. Это большая трагедия, большая травма для всей семьи, а для матери особенно. Этого ребенка оплачут,
его будут любить, о нем будут помнить. Может быть, ему дадут имя. У него будет место, куда мама или папа смогут прийти и побыть с ним. Об этом можно рассказать, получить сочувствие близких. Часто именно горе сближает и дает понимание глубин жизни. И такая ситуация кардинально отличается от аборта, когда решение о смерти ребенка принимается сознательно. Сам факт этого решения имеет далеко идущие последствия для всех участников этого детоубийства. Вы понимаете меня? Сама мысль об этом имеет последствия. Человек оказывается в совершенно другом мире, где он совершил что-то неестественное. И каждый участник аборта подсознательно это знает и чувствует, что совершено что-то непоправимое, что-то ужасное, то, что нельзя исправить. И это мучает, это грызет, это разъедает душу, тело, даже если не осознается. И никому ничего не скажешь. Никто не посочувствует. Остаешься один на один с собой. Это нигде не обсуждается, наоборот, это подспудно растет и разъедает совесть, душу, жизнь, род. С того момента, как женщина обнаружила задержку менструации и поняла, что она забеременела, возможно, уже прошло много времени. В это время она одна или с отцом, или под давлением родителей принимает решение сделать аборт. И вот сама эта мысль разрывает тонкие связи между ней и ребенком, между ней и мужчиной, между ней и ее жизнью, между ней и ее будущими детьми, между ней и ее душой. Почти всегда эти связи не восстанавливаются. Это тоже одно из последствий аборта. Духовные последствия. Каждая женщина, каждая со мной согласится, что нет более травматичного, нет более трагичного и унизительного для женщины, чем убийство ребенка, чем аборт. Это уничтожает ее женственность, это уничтожает ее материнство. Аборт лишает ее уважения мужчины и собственного уважения к себе. Я это видел много раз, поэтому я об этом и говорю. Представьте себе рождение ребенка. Первая улыбка, первый крик, первое прикладывание к груди, первые шаги, первые оценки в школе, первая влюбленность. Все это будет, если малыш родится. Рождение – процесс завершенный. То, что завершено, это приносит удовлетворение. Человек свободен от того, что он завершил. То, чем он насладился, это приносит ему силы и является опорой. Сделав что-то, насладившись этим, человек может идти дальше. Прерывание жизни ребенка приводит к тому, что вместе с телом уходит и часть души матери, и происходит разрушение духа. И женщина на этом месте ощущает черную дыру. Вместо удовлетворения и завершенности – пустота и страх. Пустота и страх. Дальнейшее ее развитие жизни легко предсказать. У нее нет опоры для движения вперед. Пустота и страх все время тянут назад, в прошлое. Навязчивые мысли о детях расшатывают психику. Знать, что ему не будет ни год, ни 5 лет, ни 10 – это мучительно. Сожаления не отпускают. Вина накапливается. Особенно это касается женщин, которые сделали аборт первый раз и в очень молодом возрасте. У них потом с очень большим трудом формируется материнское отношение к последующим детям. Женщина подсознательно отстранена от них. Она недоступна, она занята своими переживаниями. Символически она еще находится в состоянии аборта. И это защиты, это психические защиты. Их формирование тоже последствия аборта. Потому что подсознание женщины вынуждено защищаться, чтобы в ее психике не произошла фрустрация, то есть не произошло разрушение психики.
Это психологические защиты, и они помогают ей жить дальше. Есть несколько стандартных защит. Первое – это отнестись к убийству легкомысленно, поверхностно и несерьезно. Ну, подумаешь, вакуум сделала или таблетку выпила. Да ерунда какая! Таких большинство, к сожалению. Вторая – это отвлечь себя работой. Случайными связями, покупками, поездками, суетой. Погрузиться в это с головой. Это похоже на побег от себя, побег от проблемы. Таких тоже очень много. Делают все, чтобы не думать об этом. Но потом почему-то появляются панические атаки, постоянная тревога, бессонные ночи и болезни. Появляется много болезней. Можно сказать, это побег в болезни от принятия своих ошибок. Третья защита – это проецировать свою боль и свою вину наружу, на мужа, на врача, на случайных людей. И тогда можно на них сваливать свою боль, свою агрессию, переложить ответственность на них, обвинить их в том, что сделала женщина. Они виноваты, а не я. Так легче. Это тоже одна из защит. Помните об этом. Четвертая защита – это снять боль, снизить чувствительность. Это можно сделать психотропными препаратами, то есть наркотиками, антидепрессантами, алкоголем. Как вы понимаете, это ведет к разрушению и психики, и тела. Только к разрушению, но никак не решает внутреннюю проблему этого психического напряжения. Пятая защита – это повторение абортов. И смотрите, что получается. То, что делается часто, обманчиво ощущается как бы не таким значимым. И повторяется круг насилия. В советское время даже было модно делать аборты. Если у женщины не было аборта в коллективе, то она какая-то белая ворона. Понимаете, роль матери одна из важнейших. И в этой роли женщина не состоялась. Поэтому снижается самооценка, исчезает доверие к себе, к мужу, к миру. Все это отнимает много сил. Женщина часто чувствует себя опустошенной, усталой, измученной. Ее не радует сексуальная близость, теряется смысл жизни. И почти всегда появляется депрессия в той или иной форме. Дальше на фоне всего этого нарушается гормональный фон и появляются различные болезни репродуктивных органов. Часто женщина никак не связывает с абортом то, что с ней происходит. Ну, например, депрессии, или ночные кошмары, или свою очень низкую самооценку, которая не позволяет ей добиваться успеха и быть собой. Иногда бывает, что отчаяние и навязчивые мысли о детях полностью перекрывают всю ее жизнь. Отвергнутые части психики заполняют жизнь. Жизнь женщины. Что происходит с детьми в семьях, где были аборты? Рождение ребенка в любящей семье – это счастье. Принятие своих детей – это основа жизни на земле. Но если какие-то свои дети принимаются, а какие-то нет, это тоже имеет большие последствия. Те дети, которые все же прорвались в этот мир, подсознательно всегда знают, что их братья и сестры убиты. Потому что бессознательно поведение матери, отца, родных говорит об этом. Эти дети ранены смертью. Они не могут радоваться жизни. Полностью не могут. Исчезает то, что должно быть у каждого человека. Исчезает ощущение «я есть», «я живу в безопасности». Ведь именно на это посягали родители. И на самом деле это правда. Потому что я провел много консультаций с женщинами, которым уже за 50, и которые в свое молодое время сделали по нескольку абортов. Почти у всех их детей, да и у них самих. Несчастливая судьба. Любовь к родителям естественна для ребенка. Но родители убили маленькими моих братьев и сестренок. Они могут причинить мне зло. Близость с родителями их пугает. И как же маленькому человечку разобраться в этом? Как ему распутать такой клубок подсознательных противоречий?
Тем более, что все это происходит глубоко в подсознании и никогда не осознается, и никогда не произносится вслух. И дети неосознанно мстят за свои вот эти вот непереносимые страдания. Они становятся немотивированно жестокими, агрессивными, неуправляемыми. В семье страшно, особенно детям. Ведь родители не на их стороне. Часто взрослые приобретают своеобразную слепоту души, бесчувственность, жестокость. Они не видят и не понимают, что происходит с их детьми. Они боятся понимать, потому что это приблизит их к своей незаживающей, кровоточащей душевной ране. Этой слепоте были подвержены большинство советских женщин и мужчин. Часто этой душевной слепоте подвержены и их дети. Они не хотят этого видеть, потому что это может всколыхнуть боль, которую они похоронили когда-то давно. Дети, которые родились в семьях с абортами, имеют много общего с людьми, которым удалось спастись из опасных и тяжелых ситуаций. Это похоже на то, что чувствует человек, чудом выживший в концлагере. Он как бы несет в себе вину. Я выжил, а они нет. Бывает и так, что подсознательно дети испытывают вину, считают себя виноватыми за смерть своих братьев и сестричек. Иногда дети подсознательно могут считать, что им нужно заместить ушедших братьев и сестер, оправдать ожидания родителей, которые они связывают с нерожденными детьми. Это непосильная ноша для ребенка. Он лишается своей собственной жизни и своего собственного счастья. Депрессия, подавленная агрессия, недоверие к окружающим, к родителям, к себе, постоянные неврозы, панические атаки, тревожные расстройства, фобии – это частые спутники этих детей, особенно когда они вырастают. Дети чувствуют безличное отношение матери. Всеми способами она подсознательно их отвергает. Она как бы их не любит. И такие нелюбимые дети трудно общаются со сверстниками, им трудно создать семью, они становятся эмоционально холодными родителями. Позже часто они начинают употреблять алкоголь или наркотики. А что же мужчина? А мужчина изначально в силу своей мужской природы великодушен, добр, силен, заботлив. Его природа – оплодотворение, защита матери и детей, отцовство и забота о своей семье. Если мужчина принимает решение об аборте, то он сам себя духовно кастрирует. Это духовный кастрат. Он лишил себя отцовства. Он сам себя лишает права и обязанности защищать и быть мужчиной. Он лишает себя права называться мужчиной. Он не мужчина, нет. Он кастрат без души. Кастрат, который не может защитить. Он может только предавать. Для ребенка без отцовской защиты мир становится угрожающим и для него, и для других детей, и для его жены, и для его рода в целом. Понимаете, мужская любовь, она как солнце. Она оплодотворяет, она несет жизнь. А если сексуальная активность мужчины приводит не к рождению детей, а к их смерти, то у мужчины развивается синдром кастрации. Его мужественность уничтожается. Духовная кастрация мужчины – это последствия аборта для него. И, возможно, эта кастрация страшнее физической. Бывает такое, что абортивное сознание лишает мужчину его мужской силы и рождает злость. В семье отношения становятся неуважительными, агрессивными. Он может начать пить. И у мужчины, и у женщины подавленная вина и агрессия могут быть направлены на тех детей, которым удалось родиться. Ослабляется или исчезает полностью инстинкт защиты потомства. Я думаю, на сегодня хватит об этом.
В этом видео я немного рассказал про постабортный синдром. Рассказал о влиянии абортов на мужчин и женщин, детей, на семью, общество, род. А еще я для вас записал видео, в котором даю несколько психологических упражнений, которые помогут женщине справиться со своим внутренним горем, со своим психологическим состоянием, восстановиться психологически и принять себя, принять ситуацию и, наконец, расслабиться и жить дальше. А еще отпустить души абортированных детей и жить дальше без напряжения и без внутреннего самоуничтожения. Наоборот, вы будете жить спокойно. Это видео доступно по спонсорской подписке здесь. Найти его можно здесь и по ссылке в описании под этим видео. И помните, что выход есть. Прежде всего в том, чтобы научиться извлекать уроки из произошедшего, менять свое мышление, расширять свой кругозор. И помните, жизнь дает нам такие уроки, какие нам нужны. Напишите в комментариях, может, все-таки не стоит дальше мне снимать видео про аборты и про постабортный синдром. Может быть, я поднимаю запретную тему, которая для многих очень болезненная. Или все-таки лучше об этом говорить, не молчать? Как вы думаете? Может быть, у вас есть своя история? Не бойтесь, расскажите ее. Возможно, это поможет вам и многим другим женщинам не сделать главную ошибку в своей жизни. Пишите, буду очень рад. Благодарю, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, а я желаю вам счастья и здоровья. По скриптум. Благодарю подписчика «Мир природы» за спонсорскую подписку. По этой подписке вам будут доступны видеоуроки, видеокурсы, бонусные видео, прямые онлайн-трансляции и многое другое. И «Мир природы». Делайте чудесные видео о природе. У вас это очень хорошо получается.